Здравствуйте, меня зовут Соль Чольхван. Я работаю в клинике пластической хирургии JW в Сеуле. Я работаю в области мамопластики, изменению реконструкции формы груди. Импланты могут делиться в зависимости от наполнения, формы и текстуры поверхности. По наполнению безопасными для организма являются импланты, заполненные силиконовым гелем и заполненные физраствором. В зависимости от формы импланты делятся на каплевидные и круглые. По текстуре поверхности импланты делятся на гладкие, текстурированные и микротекстурированные импланты. В последнее время импланты, заполненные физраствором, практически не используются из-за неприятных ощущений после их установки. Текстурированные импланты не используются из-за проблем с их безопасностью. Поэтому сейчас чаще всего используемые импланты – это импланты микротекстурированные, наполненные силиконовым гелем. Конечно, необходимо выбирать импланты широко известной фирмы, которая выпускает надежные, качественные импланты. Беладжель – это грудной имплант, который был разработан и создан совместно с фирмой Hans Biomed на основе моего многолетнего опыта, для того, чтобы восполнить недочеты имплантов других фирм. По сравнению с другими имплантами у Беладжель есть преимущества. Прежде всего, это гель-наполнитель. Кроме того, это оболочка импланта, его внешняя поверхность, а также пропорции, то есть его сферическая система. У данного импланта меньше вероятность возникновения капсулярной контрактуры. У него также безопасная поверхность, а внутренний гель мягкий и в то же время упругий. Кроме того, можно хорошо подобрать подходящую к индивидуальным пропорциям модель, потому что Беладжель – хорошая сферическая система, то есть хороший широкий модельный ряд. У имплантов, как вы видите, есть особый модельный ряд. Они различаются, начиная от маленького, среднего и до большого размера. В зависимости от желаемого размера и от строения тела, формы груди пациентки, определяется диаметр, объем подходящего импланта. До операции в бюстгальтер кладется имплант и проверяется, подходит ли размер. Также во время операции, до того, как установить имплант, пациентку усаживают и вкладывается вот такой специальный временный имплант, называется сайзер. Пациентка в это время находится под наркозом и, конечно, этого не чувствует. Вот в данный сайзер вводится объем, равный объему импланта, и еще раз проверяется угол и объем груди, который будет после операции. Самое главное, что подбирается имплант, который будет наиболее натурально смотреться, подходить к строению тела, и при этом учитываются все пожелания пациентки. Помимо этого, конечно, есть возможность благодаря специальному 3D-сканеру заранее увидеть собственное тело после установки импланта. Но надо учитывать, что результат после операции будет намного лучше, чем при 3D-симуляции. У тех, у кого линия груди глубокая, кожа груди растянулась или обвисла после родов, тем подходит операция с разрезом под грудью. В таком случае период реабилитации небольшой и шрамы практически незаметны. У тех же, у кого грудь изначально маленькая или у пациенток, у которых не было еще детей, для них подходит операция с разрезом в подмышечной впадине. У данного способа есть недостаток в том, что реабилитация чуть дольше и результат операции менее предсказуем. Однако, если при операции использовать эндоскоп, как это делается в нашей клинике, то недостатки можно преодолеть. Период реабилитации становится меньше, практически нет кровотечения и, главное, результат операции предсказуемо хороший. Нет, у импланта нет определенного срока службы. Если нет повреждения во внешней оболочке импланта, то его можно использовать очень долго. У современных моделей имплантов очень хорошая внешняя оболочка, и ее повреждение маловероятно. Но, конечно, если такое происходит, надо менять имплант. Вообще, имплант состоит из внешней оболочки и внутреннего наполнителя геля. И если внешняя оболочка будет повреждена, гель может вытечь наружу.
Но у современного импланта, даже если внешняя оболочка будет повреждена, его внутренность не вытекает, потому что современный гель имеет особые свойства вязкости. Увеличение груди действительно возможно и без применения имплантов, способом пересадки собственного жира. Преимуществом данного способа является очень естественный результат. А недостаток в том, что нельзя добиться большого размера груди, и к тому же этот способ применим, если достаточно много жира на внутренней части бедер, животе или спине, откуда и забирается жир. Существует также комбинированный способ увеличения груди с помощью импланта и собственного жира, который позволяет добиться естественно красивой формы груди. Самое главное, чтобы доктор, который проводит операцию, имел достаточный опыт работы и был мастером своего дела. Также важным фактором является клиника, ее оснащение с учетом безопасности. И, конечно, должны использоваться хорошие материалы. Ну и, конечно, важным является послеоперационный уход, который предоставляет клиника.